Чего, бля? Это что за хуйня? Нихуя. Здорово, бандиты. Ну ладно. Здрасте. Да, спустя 4 года я запишу снова что-то информативное. И вначале, по традиции, речевой дисклеймер. Все озвученное в данном монологе является моим субъективным мнением, не претендующим на истину. А затронем мы диковинку данного сервера, то, с чем я никогда не сталкивался на приватных серверах, а именно Prestige Run. Разбирать это чудо мы будем исключительно в формате обзора. Боже упаси поставить слово «гайд» в названии, а то я знаю, что будет. Сбегутся сторожилы ветераны данного сервера и скажут мне что-то вроде: «Ой, какой ты философ!» Ладно, для начала немного сухой информации, что же такое этот самый ваш Prestige Run. Когда вы закончили прокачку до 60 уровня, у вас открывается много путей, где самым логичным будет добровольно сбросить свой 60 и начать все по новой. Ёбаный ты по голове! Ты наркоман, что ли, сука? Так для чего же все-таки это делать? Суть в том, что по завершении прокачки вы получаете специальную валюту, она же Prestige токены, которая необходима для... Добрый вечер, Буда. О, че надо? Сюда. Кастомный кошерный трансмог, сомнительного вида маунт и прочий ширпотреб, который пригодится вам в том же самом Prestige Run. А может и нет. Да ладно, всем похуй, ты чё? Также за каждый забег вы получаете коробку, которая содержит от 4 до 6 предметов из актуального рейдового контента, либо мифик данжей. И да, чаще всего там лежит мусор. Ну и на сдачу вам пихнут легендарный скролл на выбор по классу, а также целых 100 тысяч Ascension Rune. Бонусом вы получите full прайс на все свои мифические энчанты, которые были у вас установлены до начала забега. Еще есть шанс получить глобальный тир-токен. Правда, за все свои раны я его так ни разу и не видел. Painful smile. Пожалуй, это основные бенефиты, которые вы получаете за один престиж-забег. Но все это абсолютно не важно, потому что нас, как самураев, не интересует конечный результат. Нас интересует сам путь. Вот с этого момента поподробнее. Перед стартом забега проверьте, включен ли у вас вармод, который даст вам лишние 10% XP на старте. Также обязательно проверьте, включен ли у вас скейлинг мобов, так как мультипликация опыта будет колоссальной, и вы очень быстро убежите вперед. Сделать это можно у специального НПС в столице, либо же в стартовой локации. Ну и для начала забега подходим к Хроме, которая кратенько нас знакомит с особенностями данного режима. С нами останутся голда, репутация и весь наш скарб. Все же остальное будет сброшено. Именно поэтому, если вы качаете своего первого персонажа, не выбрасывайте хорошие вещи. А уж тем более Worldforged, потому что, возможно, они пригодятся вам дальше. Как именно вы будете поднимать свои уровни, это исключительно ваш выбор. Что больше нравится, на том и поднимайтесь. Следует сразу упомянуть, что на сервере происходит ежедневная ротация режимов. То есть одна из активностей приносит наибольшее количество опыта за счет бафа. Будь то данжи, БГ, либо открытый мир. И один раз за забег вы можете выполнить специальный квест, который даст вам престиж токены и немного Ascension Rune. Меняется он ежедневно, по таймеру, вместе с дейли активностями. Квест, разумеется, соответствует тематике дня. То есть в день данжей вам необходимо закрыть 5 данжей. В день БГ отыграть 5 БГ, ну и в открытом мире выполнить 25 квестов, если это день Open World. Ладно, заканчиваем эту прелюдию. Снимаем блокировку с нашей специализации путем нажатия на замочек. И поехали! Нас раздевают до трусов и выкидывают в стартовую локацию. Oh shit, here we go again. И вот тот самый баф, который увеличивает весь получаемый опыт. Что же касается челленджей и триалов, то смотрите сами. Я всегда качаюсь на БГ, независимо от привязки дня, со всеми бустами на опыт. Ну и в целом. Сказочный долбоеб. Поэтому делать как я совсем не обязательно. Для доступа на заветные батлграунды нам необходимо поднять 10 уровней в стартовой локации. Наличие фамильных вещей, которые увеличивают получаемый экспириенс от мобов и квестов, приветствуется. Как уже ранее упоминалось, Worldforged предметы могут быть полезны в дальнейшем, поэтому не спешите их выкидывать. Далее вы сможете поднять их до вполне сносных параметров, как, например, этот кошерный либрам из Даскуда.
Довольно быстро мы получаем нужный нам 10-й левел, забираем стартовый синий глиф и можем делать ТП по ХСу. Благо демон сохраняет привязку после сброса. Пока мы не собрали фамильные вещи, мы будем полагаться на аукцион. Ведь аукцион — это наше все. Особенно после 30-го, когда фамильные вещи станут резко неактуальными на БГ. И нам придется мониторить аук на предмет пиздатых вещей, которые периодически туда выбрасывают крафтеры и ребята с хай-риска. В идеале нам необходимо собрать биссеты на каждый брекет БГ, чтобы наше доминирование стало еще более внушительным. Здесь нам здорово облегчает жизнь тот факт, что начиная с 18 уровня, свою экипировку нам начинают продавать Среброкрылый и Оратор, у которых можно купить буквально половину вещей на каждый брекет. Именно поэтому лучше всего логистически перебраться в Шторм, благо дело порталы все еще работают. Так или иначе, в любом случае вы соберете нужный вам гир. Что же касается БГ, то буквально в каждом брекете на старте вас будут ебать. Но кто мы такие без наших скреп? Ломай меня полностью. Зачем? Я хочу, чтобы ты ломал меня. Постепенно, страдая и превозмогая, вы будете подниматься по уровню, и тем самым будет расти ваша мощь и страх ваших врагов. I am the stone that the builder refused. I am the visual, the inspiration. Чтобы в конечном счете превратиться... Подводя итоги, хочется сказать, что Престиж Аран — это именно то, что мне действительно понравилось на этом сервере. И я конкретно на них залип. Пока не знаю, сколько в итоге я совершу этих забегов, но все-таки хотелось бы получить трансмог испепелителя к себе в коллекцию. Как бы то ни было, мне чертовски приятно их отыгрывать. Свой последний забег в Богодень я совершил за 7 часов. Кто знает, может быть, я захочу сделать это еще быстрее. Стоит самому попробовать, чтобы понять, насколько это пиздато. Когда ты делаешь финальный килл, тебя выкидывает нахуй с БГ, потому что ты закончил этот челлендж. Что ж, спасибо всем, кто дослушал этот монолог до конца. Что-нибудь жмите, что-нибудь пишите. Возможно, соберусь рассмотреть что-нибудь еще.